Добрый день, меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня сделаем онлайн-гадание, расклад карт Таро. Вот на такую важную тему. Что вам мешает найти пару? Такой расклад Таро. Что тебе мешает найти пару? Почему не складывается длительные хорошие отношения? Что важно для тебя? Что нужно, может быть, в себе поменять? Какие есть препятствия? Также, кто меня знает, кто подписан, мы в конце расклада обратимся к высшим силам, и все препятствия, которые покажет расклад, мы попросим убрать силы вашего рода, высшие силы и ангелов-хранителей. Итак, давайте для начала сделаем сигнификацию, какая вы, что у вас в жизни на сейчас, чтобы вы поняли, что это именно ваш расклад. Какая вы, какая ситуация у вас, расскажите мне, карты. Кто эта девушка? Так, смотрим. Ого. Ну, смотрите, ситуацию, которая у вас показывают карты так. У вас уже как бы было все, был ключ, вы знали, как это все, вам казалось, что в жизни все устроено, есть ключ открыть любую дверь. Потом идет какая-то, буквально карта гроб, она может означать окончание каких-то отношений. Может быть, вы сами на себе уже на этой ситуации поставили крест, да, вот дальше карта креста. Уже сами загнали себя в гроб и считаете, что вот по косе, да, что уже и ничего может и не быть. И что-то вычищаете из своей жизни, прям вот метлой гоните. Покажи еще мне про эту леди. Ну, смотрите, надежда еще у вас есть. Звезды — это начало, то есть вы верите в то, что вам суждено иметь свою пару. Вы стоите на развилке дорог и думаете о том, что есть еще и другая дорога, а не только ваша. Смотрите, гроб на гробе. Ну, все хороните себя. Вот реально вот похоронили, что думаете, что значит это не судьба уже. Значит, судьба уже была позади. Значит, так должно быть. Значит, ничего уже не будет. И даже, я бы сказала, агрессивно настроены и думаете только о детях. То есть вам кажется, что также эта карта медведь может говорить о том, что или прошлый ваш мужчина достаточно агрессивно относился к детям, то есть некомфортно им было с детьми или с вами, или вы переживаете, что будущий ваш пара, да, не будет так благосклонна к детям, то есть вы переживаете, вы поставили на себе крест ради детей. Вот такая ситуация. То есть это однозначно женщина уже с опытом, у нее что-то уже было, да, это закончилось. И закончилось весьма трагично, потому что выводы вы сделали, что больше вам такое особо и не надо. Еще раз скажи мне. Да, карты показывают, что или замужем вы были, или уже вот-вот собирались. То есть вот в тех отношениях.
И какая-то змея, ну вот прямо у вас в доме, так как это лиловые сумерки, это значит, что в доме вот открылась крышка, и вот или кто-то подействовал на эти отношения так вот укусил, такой предательский, да, вот прямо внутри дома, или сам этот человек так поступил. Ну, вы гордо вышли из этой ситуации. Вы никому не показали, насколько вам больно. Прямо отошли от ситуации. И, кстати, уже прошел тот период, когда у вас ну, были сожаления. Они, возможно, возвращаются. Они, возможно, возвращаются, к сожалению. Но вы считаете, что то, что вы сделали, это правильно, это по судьбе, это удача. Потому что могло закончиться гораздо хуже. Еще покажи мне. Женщина еще какая-то пожилая вас сдерживает в движении к мужчине. Говорит, что твоя удача уже закончилась. Ну, говорит, ну, карта горы, что ну, ты не дойдешь, ты не найдешь. Вот такая ситуация, вот такая у нас сегодня женщина. Хорошо, ничего хорошего, конечно. Так, давайте посмотрим конкретно, какие препятствия реально мешают найти свою вторую половину. Давайте посмотрим. Так. Какие препятствия мешают найти свою вторую половину? Что, возможно, нужно поменять в себе? Подскажите, карты Таро. Так. Смотрим. Так, смотрим. Ну, видите, вот прошлый мужчина, который ушел, с которым был союз, мешает этому всему. То есть защищаетесь вы теперь, возможно, и от этого мужчины, возможно, от всех мужчин. Что-то сделал он вам очень больно сделал. Да, раз вы в такую защитную позицию ушли. Давайте еще дополним. Да, отшельника вы позицию выбрали. Решили себя посвятить детям, может, родственникам пожилым, которые требуют ваши, может, просто друзьям. Вы решили, что это не ваше. Вы решили, что мне и одной хорошо. Почему так решили? Потому что та семья, которая была, и она, скорее всего, с детьми, разбила полностью ваше сердце. Видите, как мечи пронизывают. То есть вот то святое, что вы построили, все те мечты, все это не произошло. И очень сильно больно вас ранило. И к Богу обращались, и просили, и не понимали, за что это. За что так больно, как можно так предать, как можно прямо в сердце. Да, ситуация подвешенная. Полностью вас жертвой сделали. То есть в этих отношениях не то, что разбили сердце своим уходом.
Вот прям в сердце ножом поковырялись, что вы во всем виноваты, что вы жертва, что вы из-за вас это все, что вы не такая. Вот доказывали вам. Вот доказывали, потому такая позиция. Вот такая позиция отшельника. Не говорите мне, не слышу, не вижу, не хочу. Не говорите мне, что я плохая, что я виновата. Все это не так. Вот такая позиция. Ничего не хочу. Оставьте только сердце в покое. Не напоминайте, не теребите душу, не доказывайте. Улеглось уже. В принципе, улеглось. 50/50 уже стало легче. Но все равно, вот вы лежите, ну вот как мумия, да? Вот то ли живы, то ли не живы. Жизнь проходит мимо, ничего не радует. Очень больно сделал этот мужчина. Очень воинственно себя вел. Возможно, даже буквально агрессию проявлял. Верховная жрица прикрывает, успокаивает вас. Говорит, не надо там копаться, не надо вспоминать. Мне говорит, не копайся, там еще больно. И материальное состояние тоже ухудшилось. Нету целей. Нету целей, для чего зарабатывать. Нету желания зарабатывать. Или ситуация так кардинально изменилась финансово. Тут может показать, что вы без жилья остались. Может показать, что выгреб почти все. Может, работу из-за этого потеряли или не было работы. То есть тяжело материально. Но вы держитесь, вы королева жезлов. Вы женщина, которая она действует. Она не плачет, она не ноет, она идет вперед и борется за свою жизнь. Она принимает все возможные действия, которые возможны для того, чтобы быть счастливой. Да, вы очень сильная женщина. Может, снаружи кажется, что вы легкая, воздушная, но это не так. Вы очень сильный человек. Вы взяли себя всю в кулак, да, и держитесь. Держитесь, и все действия ваши направлены на то, чтобы жить дальше. Украл он что-то у вас. Может, буквально материальное что-то украл. Может, планы украл. Может, с жизни кусок украл. Знаете, как говорится, вот так нервы истрепал, вот как будто 2 года жизни забрал. Нервы никому здоровья не добавляют. Может, здоровье у вас украл. Говорят, и деньги украл. Не только деньги, что-то материальное. Но это уже все, на этом крест. Хорошо, покажите мне карты, что конкретно мешает началу новых отношений. Вы очень ярко рассказали о том, какие это были отношения. Что мешает? Сейчас расскажу. Смотрите, вы смотрите в будущее и хотите себя видеть состоятельной женщиной, уверенной в себе, с фундаментом. Потому что вы сильная, потому что вы действенная, вы достойны этого. Вы хотите счастья для своих детей. Видите? Карта детей. Вы хотите много эмоций для них. И эти планы, да, что успешное, видите, у вас нет в мечтах второй половинки. Может, вы и думаете о том, что вы хотите иметь пару,
но реально в подсознании вы даже не зовете этого человека. Вы не зовете, тут нет в этой карте мужчины. Есть вы, дети и планы наперед. В планах его нету. Вот препятствие. Да, вы сами себя ограничиваете, видите? Вы сами вокруг себя возвели, может быть, и ситуация та, в которой вы находитесь, вас ограничивает. Но от действий, от действий в этом направлении. Вы вот просто глаза себе закрыли, поставили самое главное, дети и мой материальный достаток, остальное не нужно. Не хочу больше ни к чему стремиться. Вы знаете, очень интересно, вам мужчину показывают, который не с вами рядом живет. Это может быть даже иностранец. Очень эмоциональные будут отношения. И как-то начнутся они вот буквально с помощи, с подарков, с чего-то материального. То ли вы столкнетесь с ним по работе, или что-то будет связано с деньгами. И что? И вот в этом мужчине, вот он для вас будет как спасение. Он как маг, в нем будет все, что вы вообще представляли в мужчине. Это и деньги, и кубки, и мечи, и жезлы. То есть это будут и финансы, и много эмоций, и много действий, и сексуально. Вот 4 стихии сойдутся в нем. Стремительно как-то войдет в вашу жизнь. Или стремительно, или военный, вот если буквально говорить. Но если военный, то военный, не солдат, а вот именно, высокий чин. Вот стремительно, как пуля прилетит. Оглянуться не успеете. Да, опять вот действия будут у него решительные. И видите, после этого закончится вот этот период. Да, вот смерть нам показывает, что он закончит период вот этого разрушения башни, закончится башня, и будет победа ваша. Вы почувствуете себя победителем. То есть вот все, что рушилось в вашей жизни прошлыми отношениями, все это закончится, когда он появится. Вздохнете вы. Вздохнете вот прям на овациях. И тут интересно, что даже люди будут восхищаться тем, что у вас получилось. Вы всего этого достойны. Люди будут счастливы вокруг. То есть вы будете выглядеть как победитель. Много эмоций он вам несет. Молодой какой-то мужчина. Я бы не сказала, что он сильно пожилой. Потому что тут он выпадает паж, тут он выпадает паж. Возможно, это не молодой мужчина, а молодой по духу. Вот такой легкий на подъем, легкий на действие. То есть вот такой вот, характер у него как у подростка. Не совсем подростка, а как у юноши. Да, и с деньгами вы будете. Переезд какой-то возможно, или он к вам, или вы к ней. И смена работы у вас падает. Падает работа, смена на лучшую, да? На лучшую, там, где вы сможете больше свое мастерство проявить. Бояться вы будете. То есть вы будете много думать о том, что взвешивать эти отношения, нужны они мне или нет, чтобы опять не быть разбитой, как были.
чтобы опять вот эти все эмоции тройка кубков не привезла вашим, чтобы опять вот вы буквально думаете так: если я сейчас начну отношения, второй раз не переживу этого. Я просто не переживу этого. Я боюсь умереть. Я не могу вступить в это отношение. Давайте спросим совет карт ангелов-хранителей. Так, совет карт. Что мешает найти пару? Что мешает, что делать? Солнце. Счастливый результат, блестящие новые идеи, которые приведут к успеху, будьте уверены в себе. Смотрите, если кратко, то вам нужно этого захотеть, вам нужно открыть себя для отношений, нужно поверить, что все будет хорошо, что вас не убьет. Давайте уберем препятствия из расклада. Давайте уберем то, что вы себя ограничиваете. Да, сами ограничиваете. У нас, в принципе, весь расклад неплохой. Давайте уберем, что вы думаете, что это новые отношения вас убьют. Давайте уберем башню в любом случае. Смерть прошлых отношений — это хорошо. Видите, вам нужно просто убрать то, что вы сами себя ограничиваете, сами думаете о том, что новые отношения вас убьют. Так, сейчас мы поработаем с этими картами. Обратимся к высшим силам, к силам рода, чтобы смягчить это все, чтобы быстрее состоялась эта встреча. Секундочку. Так, все, давайте, девочки, вспоминаем свой род. Покопайтесь сами в своих силах, в своих мыслях. Видите, дети прыгают. В детях вы думаете. Вы думаете, чтобы им было хорошо. Видите, карты еще говорят. Так, ищем карту мир. Ищем карту Верховный суд, чтобы убрать те препятствия, которые показал этот расклад карт Таро, чтобы быстрее состоялись изменения, чтобы ушла тревога, чтобы вы открылись новым, очистились от старых своих проблем и открылись новые дороги. Так, девочки. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новые пути. Да будет так.
Так, сейчас смотрим, получилось ли у нас убрать препятствия. Также не забываем, девочки, в комментариях писать спасибо, да будет так. Это важно. Ну и ставьте лайки, пишите комментарии, насколько у вас проигрался этот расклад. Что было после, мне очень интересно. Как все отыгралось. Ну и подписывайтесь, если вам интересно. Так, получилось ли у нас убрать препятствия, которые показал данный расклад карт Таро. Защищайтесь вы все от мужчины, силу свою показывайте. Сила хорошо, защита плохо. Давайте уберем. Уберем. В этом случае защитная позиция вам не нужна. Вам нужно открыться. Расклад самое главное, что показал, что вам нужно открыться. Не вот эти заборы сзади строить и семью свою охранять, впереди стоять с палкой. С палкой от врагов, от прошлого, от негатива. А мужчину надо встретить не так. Так, девочки, повторим. Не у всех получилось с первого раза разобраться в препятствиях. Ищем. Ищем, вспоминаем дедушку, бабушку, которого вы любили. Вспоминайте все те поколения, которые стоят за вами, и поверьте, каждый из них хочет, чтобы вы были счастливы во всех отношениях. Не только с детьми, не только с деньгами, но и были любимы. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто это смотрит. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбылись, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы вы открылись для новых счастливых отношений, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новые пути. Так, давайте проверим. Не забываем писать в комментариях спасибо, да будет так. Проверяем, получилось ли у нас убрать препятствия в раскладе, что мне мешает найти пару. Те препятствия, которые показал расклад карт Таро. Получилось ли у нас убрать? В подвешенном вы состоянии. Что значит в подвешенном состоянии? Ну, деньги у вас появятся. Начало или смерть. Вы думаете. Вы все равно думаете. Ну, не все, а часть вас думает о том, что стоит ли что-то начинать или стоит поставить на своей личной жизни крест. То есть альтернатива стоит деньги. То есть вы не знаете, куда свои усилия направить, то ли к деньгам, то ли к тому, чтобы начать новые отношения. Да, не хотите боли, но видите, карты повторяются, я же ничего при вас вытягиваю. Вы боитесь быть разбитой. Смерть буквально, вы боитесь умереть морально. Ну, что я вам хочу сказать? Естественно, кому-то помогло. Кто-то, если все-таки осмелится пойти, ну, такой человек, на новые отношения, этого хочет, пускай просматривает ту часть, там, где мы обращаемся к высшим силам, силам рода. Может, через месяц пересмотреть. Все в жизни меняется. Расклад, он будет на канале, он никуда не денется. Кому-то нужно чуть больше времени для этого.
Спасибо, да будет так, во благо. Ваша Луна.